он неожиданно меняет свои планы. Что с ним происходит из-за вас? Общий расклад Таро на любовь, на отношения с загаданным мужчиной или загаданной женщиной. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. И сегодня мы с вами проведем онлайн-гадание на картах Таро, узнав мысли, чувства, планы, действия и почему ваш партнер меняет планы. Это потоковое чтение для всех. Расклад на один вариант, поэтому настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях, и мы с вами начнем с того, что посмотрим, какая ситуация происходит между вами в отношениях сейчас. Ну и первым выпадает Марс, а Марс, вы знаете, это война, то есть у вас какой-то конфликт. Ну, мужчина пытается быть первым, как минимум, сохранять свои позиции, сохранять лидерство. Может быть, скорее всего, и причиной вашей войны является сам мужчина. Скорее всего, он все это развязал. Ну, как минимум по Марсу женщину подозревать здесь мы пока не можем с вами. Может быть, она где-то прячется, где-нибудь на орбите Фобоса или Деймоса. Но ні Фобоса, ні Деймоса ми не чуємо і не бачимо. Фобос – это, по-моему, страх, а Деймос – это ужас, да, если я не ошибаюсь. Ну, как минимум, война, да, война и меч войны, да. Но смотрите, что происходит, да, здесь, скорее всего, либо мужчина, ученый какой-то, умный, сильно умный, грамотный, ну, или считает себя таким, но вот этот конфликт, который у вас возник, над ним порхает, да, или парит Уриил. А Уриил – это ученый. Так вот, этот конфликт вас просто обязан чему-то научить, и вы из этого конфликта просто обязаны вынести какой-то опыт. Может быть, и конфликт у вас возникает из-за того, что мужчина вас постоянно чему-то учит. Ну и смотрите, если вы как женщина пытаетесь мужчину чему-то научить, но, скорее всего, мужчина вас, женщину, учит чему-то, потому что здесь и Уриил мужской аспект, и Марс тоже мужской аспект. Ну и прямо сейчас гнев является главным аспектом этой ситуации. Ну и, скорее всего, здесь мужчина очень сильно гневится на вас, злится. Ну и, может быть, это взаимно, конечно, но учитывая то, что все-таки Марс задает темпо, то темпо. Но, скорее всего, мужчина здесь или гневливый, или очень агрессивный, или пытался вас чему-то научить, а вы вот не учитесь и не учитесь ничему, да, или чему-то, чему он бы хотел вас научить. Ну, может, все-таки вы друг на друга гневитесь, да. Ой, здесь еще является Асмодей. Асмодей у нас всегда мститель. Как минимум, возможно, такая ситуация, что вот как бы не было в ваших отношениях, и как бы вы ни гневились, и какой бы вы опыт ни получали, у вас еще и либо вы пытаетесь отмстить, либо ваш партнер еще и мстительный, и на основе гнева, воинственности, знающего эго, есть еще и мстительность. То есть у вас очень сильный конфликт, где либо вы хотите ему отмстить, либо он вам, ну, скорее всего, Марс задает такого ритма, ну, или таких обстоятельств, где вы друг другу хотите отмстить. Но бывает, да, бывает. Давайте смотреть дальше. Да, здесь, давайте так скажем, налицо ситуация, где, скорее всего, мужчина здесь является источником зла. Но не всегда же нам с вами винить только женщин во всех тяжких, да. Здесь вот именно Велиал, злой гений, Асмодей, мститель, гнев в центре, Уриил, ученый, и Марс, воинствующий, да. Действительно, Фобос и Деймос могут появиться, потому что здесь такая концентрация негатива. Эти карты не только негативные, здесь вперемешку, но налицо конфликт. Давайте посмотрим, что является источником вашего конфликта. Источник вашего конфликта. Ну, источник вашего конфликта есть семья, дом. И
ближайшее ваше окружение. Возможно, ваши отношения перегорели. Но, знаете как, есть такая пословица: не было бы счастья, да несчастье помогло, да, вот как-то так. Так вот здесь вот не было бы несчастья, если бы несчастье, да, вот так. Смотрите, источником вашего конфликта есть что-то хорошее, как ни парадоксально. Такое бывает, парадокс какой-то идет. То есть у вас есть все, чтобы было хорошо, но тем не менее есть конфликт. И он внутри семьи получается. Возможно, чья-то семья здесь и является тем источником конфликта, особенно если вы прикоснулись к партнеру, который семейный, да, то есть, если вдруг это треугольник, да. Хорошо, чему учат вас эта ситуация? Или чему хочет вас научить этот партнер, ваш партнер, да? Угу. Знаете, тоже опять бросается такая пословица: все, что не убивает, делает сильнее, но он учит вас выдерживать выдерживать боль, страдания, да, переживания. То есть чему учат эта ситуация: быть сильнее, быть выносливее и сохранить свое сердце в целости и сохранности, учитывая то, какая доза гнева, агрессии, мстительности, коварства и злой гениальности даже свалилась на вас в этой ситуации. Окей, гнев. Давайте посмотрим. Гнев – это максимальная концентрация агрессии. Давайте посмотрим, к чему может привести этот гнев по отношению к вам. Только к накалению ситуации. Поэтому карты вам подсказывают: ваша позиция сейчас должна быть позицией защищающегося или должна стать позицией защищающегося. То есть вам лучше сейчас защищаться. Смотрите, гнев порождает защиту. И он и будет дальше, учитывая вот эти две карты, да, или может, скорее всего, дальше вам причинить еще больше боли, страдания. И давайте посмотрим, как он может мстить вам. Здесь Асмодей Мститель. Проверим этого Асмодея Мстителя. Король жезлов. Смотрите, человек непредсказуемый, поэтому какова его месть будет? Скорее всего, он возьмет под контроль все, что он может контролировать. Может быть, это деньги, может быть, это бизнес, может быть, это семья, может быть, это дети. Ситуации бывают разные, поэтому давайте так скажу. Его месть будет сводиться к тому, что он попробует взять всю ситуацию под контроль, всю власть в свои руки и ограничить ваше влияние на ситуацию до чего? До нуля. Окей. На что готов пойти его злой гений? Или что может явить свету его злой гений? Чего от него ждать еще, возможно, да? Ой, друзья, сегодня очень сложный расклад про какую-то очень сложную ситуацию. Злой гений, его темнейшества, давайте так скажем, может оставить вас без ничего, без копейки денег. И, знаете, как пустить по миру, так говорят, да, или оставить вас нищим. Поэтому будьте очень осторожны. Ситуация следующая. Налицо конфликт, который ведет вас, конкретно вас, как партнера, неважно, кто вы, особенно если вы женщина, и особенно если ваш оппонент в отношениях мужчина, он может вас оставить без ничего, как говорится, с голым задом, да, вот так. Хорошо, давайте теперь разбираться, что сейчас чувствует к вам загаданный человек в этой конфликтной ситуации. Конечно, мы можем предположить, что его чувства будут весьма темны. Давайте проверять. Смотрите, здесь энергетическое начало
и партнер ваш в подтверждение нашей конфликтной ситуации чувствует к вам такое переживание или такое ощущение, как будто бы вы его пытаетесь контролировать. И он чувствует, что вы в оппозиции к нему и пытаетесь взять его энергию под контроль. Поэтому его чувства к вам изначально таковы, что они и порождают эту агрессию. То есть ваше желание контролировать порождает его агрессию еще сильнее. Вот здесь вот где-то до гнева. Ну, знаете как? Энергетическое начало здесь, по этой карте, это когда женщина проводит некий обряд, да, над мужчиной. Соответственно, он чувствует вашу силу и встает в оппозицию, при этом гневится. Хорошо. Есть ли в его сердце хоть что-то человеческое, что может не разрушать ваше сердце? Пока на данный момент говорить о чем-то человеческом в нем по отношению к вам я не могу. Здесь идет темная энергия, темный поток. И лучшее, что вы сейчас можете делать в этих отношениях, в любой ситуации конфликтной, это лучше стать защиту. Не подпускать к себе. Сделать паузу, если не все так мрачно, да, потому что это общий расклад, и у вас может быть не так мрачно, как здесь по картам, но тем не менее нужно быть предельно аккуратным. Ситуация может зайти или повернуть не туда, или зайти на другие линии жизни, где урегулировать этот конфликт будет еще тяжелее. Вы рискуете. Хорошо. Каким образом вам лучше всего защищаться? Давайте защиту проверим от этого гнева. Вам лучше укреплять не только физическую защиту, а она здесь есть, но и укреплять свою энергетическую защиту, особенно если вдруг мужчина склонен к управлению энергиями. Ну, что, о чем это, да? То есть, если вдруг он, каким-то образом обращается там к мастерам, к магам или сам является, каким-то, может быть, практиком, да, такое тоже бывает, ведь король жезлов – это управляющий энергией, да. Но Бог, да, или Создатель, вам нужно защищаться и на энергетическом уровне, эзотерическом, и на физическом уровне, если нужна поддержка более сильных людей физически, то да, тут вплоть до того, что вам нужно даже, возможно, нанимать охрану или усиливать ее максимально. Да? Окей. Хорошо. Смотрите, к какому роду управления он стремится сейчас, ваш загаданный человек? Загаданный мужчина здесь больше. Он хочет управлять прямо всеми силами на земле, особенно если это темные силы. То есть, действительно, человек на вас так разгневался, что хочет спустить на вас, как говорится, всех собак. Или там обвинить во всех грехах вас. Да? То есть, все темное хочет на вас слить. То есть, какую энергию он хочет управлять? Всей, особенно темной. Поэтому будьте осторожны. В настоящий момент в ваших отношениях происходит такая концентрация темных сил со стороны вашего партнера, что вам ничего не остается, как уповать не только на себя, но еще и подключать высшие силы, уповая при этом на Бога, да, на те высшие силы, к которым вы можете апеллировать. Пятерка пентаклей – худшее, на что он может пойти. Ой-ой-ой, Сатурн – очень плохая карта. Сатурн обычно в классическом Таро за Сатурн отвечает 13-й аркан. Поэтому в худшем случае он вам может таки сократить длину жизни, как говорится, да, поэтому будьте осторожны, или попить крови с вас, да, либо изменить вашу судьбу не в лучшую сторону. Поэтому сейчас, особенно сейчас, важно, да, важно оказаться в нужное время, в нужном месте. Что от вас требует эта ситуация? Оказаться в безопасности, подальше от его негатива, подальше от его энергии и подальше от конфликта. Чем дальше вы от него, тем больше шансов, что ваша судьба не пойдет
по тем линиям жизни, где вас либо будет преследовать Левиафан, Антихрист, да, темные силы, либо ваше чудесное пребывание в этом мире не сократится. Понимаете, о чем я говорю? Хорошо. Можно ли здесь начать все сначала в этих отношениях? Давайте посмотрим. Есть ли шанс на перезагрузку этих отношений? Пока да. Но смотрите, здесь десятка пентаклей, а здесь семья. И здесь семья. Помните, изначально я сказал, здесь какое-то влияние семьи. Смотрите, на эту вертикаль влияет семья. Поэтому смотрите. Либо тут нужно разбираться, хорошее ли здесь влияние семьи или плохое. И если вы знаете, что в вашей ситуации семья вам помогает, возможно, вам стоит как-то опереться на семью. А если вы знаете, что семья здесь есть источником зла, то будьте осторожны и сторонитесь влияния семьи, чтобы не причинить, чтобы не накликать еще больше беды на себя в этой ситуации. Хорошо. Кто или что является нечистым в вашем окружении? Давайте семью проверим. Что или кто является тем Вельзевулом, да? Кто или что? Здесь 12-й аркан, висящий. Вообще это чисто мужская карта. Обычно я бы сказал, что по этой карте нечистым является мужчина. Но мне из потока приходит, что висит здесь мужчина, а качает эту качелю женщина. Поэтому мужчина здесь является следствием, а женщина – первопричина. Именно женщина на этой карте задает темп этой качели. И качели в этих отношениях, возможно, импульс этим качелям придает именно женщина. Что еще здесь может быть этим нечистым? Что именно? Да, не кто, а что? Созависимость. Созависимость часто порождает какие-то проблемные ситуации, которые, если они сразу не решаются, вытесняются, да, то потом они взрываются такой нечистотой, да, что потом очень тяжело прибрать за собой. Поэтому вот так вот. На чьей стороне здесь высшие силы в этой ситуации? На чьей стороне здесь высшие силы? Проверим Бога, да. Смотрите, здесь высшие силы как будто бы заинтересованы в конфликте. И я так скажу. Скорее всего, они на стороне мужчины. Я не понимаю. Иногда, мне не нужно понимать. Я читаю вам карты. Но вот карты говорят, что они почему-то на стороне мужчины. Почему, по вашему мнению, высшие силы не на вашей стороне? И да, мы же и говорим, вам нужно просить поддержку высших сил. Почему так? Знаете именно вы. Но, возможно, мужчина здесь в чем-то и прав. А вот в чем он прав? Давайте спросим. В чем же здесь прав мужчина? Давайте зададим такой вопрос. Но нужно же искать где-то, да, вот точки соприкосновения нам нужно найти. В чем именно прав мужчина, да? Дай рубля, прибью, а то я ли добытчик, али кто, а не дашь, тады пропью долото, да. Давайте так скажем. Здесь мужчина, скорее всего, по мнению высших сил карт, зарабатывает, работает, прикладывает максимум усилий к этим отношениям. Так ли это, тоже напишите в комментариях. Но он-то зарабатывает, а вы, получается, главный бухгалтер. Значит, вы или очень хорошо считаете, или очень плохо. Тоже напишите, как вы считаете. Хорошо ли вы считаете? Хорошо, судьба ли вам быть в этих отношениях? Судьба ли вам быть в этих отношениях? Нет. Давайте Сатурна спросим. А чего мы не видим с вами за космической пылью в этих отношениях? Чего мы не замечаем? Зачем нам здесь телескоп, извините, да? Зачем нам телескоп, глядя на Сатурн, чтобы посмотреть, что в пыли, чего мы не замечаем в судьбе этих отношений? А по судьбе мы потом посмотрим позже.
Ну и смотрите, на Сатурн выпадает карма. Мы с вами не замечаем здесь кармической отработки. Есть ли она или нет? Учитывая то, что эти отношения в этой ситуации настолько тяжелы, то, конечно же, она есть. Но, возможно, кто-то из вас в этих отношениях не берет на себя нагрузки и ответственности за происходящее. И вам здесь нужно честно сказать самому себе или самой себе, насколько вы полноценно вкладываетесь и берете нагрузку или ответственность за эти отношения. Окей. Хорошо. Давайте посмотрим. Если в его планах, или точнее было, сейчас вряд ли в его планах что-то есть на будущее. Было ли что-то в его планах на будущее в этих отношениях? Что он планировал раньше по отношению к вам до вот этой жесткой войны прямо у вас? А он планировал вам открываться, и, возможно, он даже и приоткрылся, ваш партнер. Но он планировал развивать эти отношения. И у него в сердце что-то все равно было. Видите, как здесь получается ситуация от любви до ненависти ровно один шаг. Хорошо. Чем вы связаны сейчас? Висящего, да? Чем вы связаны сейчас? Рыцарь Пентаклей чаще всего это кармическая отработка в семье. Это и есть кармическая плата, а это кармическая работа. Поэтому вы связаны как минимум кармической отработкой в семье или с семьей, работой, деньгами, недвижимостью. Ну, может быть, еще и долгами. Потому что рыцарь Пентаклей это часто отработка какого-то долга. Да? Хорошо. Что сейчас является вот этим ураганом, который еще только сильнее раздувает угли вашего конфликта? Ураган вашего конфликта. Женщина. Эта женщина может быть матерью вашей, его, может быть его жена. Эта женщина, конечно же, телец. Эта женщина заинтересована в деньгах, в недвижимости, в достатках, в наследстве, может быть. Ну и эта женщина красива, во всяком случае, она себя так считает таковой. И имеет очень большую власть и влияние, в том числе и на семью, и на род. Да? Хорошо. Что он планирует делать в ближайшее время, ну, в этой ситуации? Ну, он как минимум попытается реализовать то, что задумал, и он четко знает, что он хочет. И я вас спешу немножечко напрячь. Прекращать войну он пока не хочет. То есть он планирует воевать. Чего он добивается и в конечном итоге хочет? Вот давайте и спросим. Чего он добивается и в конечном итоге хочет? Шестерка жезлов, он хочет победы. Возможно, из-за вот этой женщины. Возможно. Но он хочет победы и успеха. Хорошо. Живы ли или выживут ли чувства ваши к нему, а его к вам после всего этого? Или какими будут чувства после всего вот этого, если вы переживете то, что происходит? Не можем пока знать. Карты не открывают нам пока что. Ну и это тайна. Очень много зависит от женщины, конечно же, от вас, от вашей души, от способности переживать то, что происходит, от способности помнить или прощать. Да, вот так. Не знаем. Эгрегор не отвечает. Хорошо. А сможете ли вы выдержать этот натиск? Его натиск и этот конфликт? Пока что есть у вас такой шанс, особенно если у вас есть ресурсы, деньги, здоровье и энергетическая защита. Здесь пентаграмма. Как ни крути, не могу сказать, что пентаграмма вас не защищает. Она вас защищает. Поэтому, если у вас есть пентаграмма, лучше светлая. Света.
Света, доставай свою пентаграмму, она тебе понадобится, да? Окей. Хорошо. Что думает его мама о вас? Или ее мама о вас? Ну, смотрите, здесь нужно понимать, если вы знаете, что у вас с его мамой конфликт, то, знаєте, є таке прислів'я «мої очі тебе не бачили». Да? То есть, она вас бы хотела бы стереть в порошок. Но, если вы знаете, что у вас с его мамой все ок, тогда она вас переоценивает. Имейте это в виду. Карта не очень хорошая, она иногда играет какие-то хорошие роли, но вообще это разрушительная карта. Потому, скорее всего, его или ее мама хотела бы вас стереть в порошок. Что думает о вас его папа или мужчина, который влияет на него? Может быть, это его друг. Или что ему советуют его друзья мужского пола по отношению к вам? Они ему вообще говорят, все, что у тебя не происходит с ней, это к лучшему. Поэтому они его подталкивают и подначивают поменять что-то как бы в лучшую сторону. Но здесь жонглирование, поэтому они на его стороне. Особенно в финансовом вопросе. Будьте осторожны. Хорошо, как именно он видит победу в этой ситуации? Тринадцатый аркан. Знаете, на этом месте мне надо включить красную лампочку, сирену и сделать это так. Attention, да. Или caution. Друзья, он видит пока что усугубление ситуации. И знаете, как вот здесь ярость, да, гнев. Поэтому страсти будут накаляться. И он, просто, знаете, как... Это называется ситуация слепая ярость, да, или слепой гнев. Поэтому... Он хочет стереть вас в порошок сейчас. По этому раскладу здесь ничего хорошего пока в этом конфликте для вас не светит. Давайте посмотрим тогда, раз уж мы зашли в такой глухой угол, что посоветуют вам карты Таро. Но сперва на темной колоде, да. Вот совет от темной колоды и совет от светлой колоды. Вот ваш алгоритм действия на ближайшее будущее. Первый совет от темных, да? Давайте так скажем. Инквизиция, она всегда о том, что как будто бы выхода нету. Но инквизиция – это же боль, страдания, мучения и пытки. Вам нужно постараться выйти из ситуации, где вы испытываете боль, страдания, мучения, пытки, унижения и так далее. То есть, постарайтесь это убрать. Насколько это возможно. Учитывая то, что инквизиция это всегда относится к какому-то сообществу, да, к какому-то религиозному эгрегору или влиянию группы, маятника, да, эгрегора, вам нужно сократить, скорее всего, влияние семьи. Или сузить поле влияния людей на вас, да, какой-то период. На какой-то период, возможно. Может быть, даже и не отрекаться пока что, потому что инквизиция, она же для еретиков, да, или для отреченных. А что делать? Давать себе шанс и поле для маневра. Беречь здоровье, беречь свой материальный ресурс, беречь деньги, беречь имущество, недвижимость, беречь ребенка. И беречь свою энергетическую защиту. Все-таки Паш Пентаклей. Прежде всего, это беречь детей. И делать все, чтобы как можно меньше страдали прежде всего дети в этой ситуации. Если у вас детей нету, то делать все, чтобы как можно меньше пострадал ваш внутренний ребенок. И, как ни странно, внутренний ребенок вашего оппонента, вашего врага, вашего партнера. Почему? Потому что ваш внутренний ребенок сейчас, скорее всего, зеркалит внутреннему ребенку вашего партнера. Как ни странно. Окей. Давайте спросим, чего вам ни в коем случае не делать в этой ситуации. Как бы опять совет от темных, совет от светлых. Не делайте. Значит, смотрите, не блудите. Это о чем? Например,
вам изменили, и вы начинаете изменять. К примеру, да? Или он во все тяжкие, и вы во все тяжкие. Нет. Возьмите позицию защиту и не блудите. Не заблуждайтесь. Лучше посоветуйтесь с кем-то, если вы сомневаетесь, как вам поступить. Спросите друга, подругу, психолога, авторитетного человека, таролога, кого угодно, да, или гадалку. Но не заблуждайтесь. Вам нельзя блудить, заблуждаться и пускаться во все тяжкие или поступать так же негативно, как ваш партнер. То есть не зеркальте ему негативу, а повышайте свой духовный энергетический потенциал. Вас это спасет в конечном итоге, потому что здесь такая концентрация агрессии, что 13-й аркан у нас проскочил, Сатурн проскочил, 5 пентаклей проскакивает, 10 жезлов. И этот человек при этом хочет победить, и причем он еще и злой гений. Похоже ли на вашу ситуацию? Напишите. Если не похоже, может, и не ваш расклад. Что не нужно делать? Не нужно думать, что вы управляете всей ситуацией, что вы контролируете или, извините, держите за причинное место вашего мужчину особенно женщинам этот совет. То есть не думайте, что вы его можете сейчас переиграть. Вы сейчас не в самом ресурсном, не в самом ресурсном положении. Почему вы оказались на этом раскладе, даже если он вдруг не про вас? Возможно, он действительно не про вас, этот расклад. Но вы оказались на этом раскладе, потому что ситуация, в которой вы оказались, уже чересчур. Очень много обиды, очень много вины, очень много непринятия и очень много эмоций, которые вы уже не знаєте, куди дівати. Тобто, є така гарна прислів'я, що занадто, то не здраво. Так от тут ситуація вже занадто перейшла усі межі, да, як кажуть. Хорошо. А что советует вот дух в этой ситуации вам? Значит, смотрите, сейчас вам нужно укротить своих внутренних демонов. Ни в коем случае не думать, что вы управляете и контролируете ситуацией. Вы сейчас в очень уязвимой ситуации. Все зависит от того, что вы хотите в конечном итоге. И укротив внутренних демонов своих, попытавшись пойти на компромисс с своими внутренними демонами, где-то вы дадите шанс на сглаживание ситуации, но самое главное, вы выиграете время, за которое обязательно вы не просто накопите и восстановите свою силу, но и соберете все силы для того, чтобы немного позже оседлать этого вороного прекрасного коня вот в таком виде, особенно для женщин, а не в таком. Я искренне желаю вам выйти победителем из этого конфликта и сохранить именно вот такой образ, а не вот такой, но при этом этот победитель, он полон сил и энергии. Поэтому общий расклад здесь сводится к тому, что в конечном итоге контроль энергии, но внутренней энергии. И не переход в оппозицию, а, знаете, это как шиатсу, да, вот это бесконтактная борьба, то есть, или борьба, как же она, хапкидо, да, где ты не касаешься противника или управляешь массой противника, принося ему вред благодаря его усилиям, да, или пользуясь китайской философией, да, буддийской, зачем воевать, если можно наблюдать за рекой, и однажды ты увидишь на ней тело проплывающего врага. Да, вот таким образом. Такая философия здесь. Поэтому давайте так скажем. Сегодня мы чудесным образом побывали в самой темноте какого-то конфликта и получили с вами вот такие вот совети, завдяки яким я щиро сподіваюся, що ви знайдете для себе підказки, поради та інсайти, як скористатись порадою вищих сил на майбутнє.
Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. Лишайтесь на зв'язку і почуємось. Па-па.